Здравствуйте! Что я вам хочу сказать, друзья? Во Львове я спустила все свои деньги на шоколад, кофе и наливки. Что такое спустила? Потратила все. Потратила все деньги. Но теперь я хочу поехать в Москву и снять там новое видео. Я посмотрела, сколько стоят туры в этот город. И стоят они примерно $100. Почему именно тур? Потому что я опасаюсь ехать одна в столь большой город. И я там мало что знаю. Я имею в виду, куда пойти. А с гидом я буду уверена, что ничего не пропущу. И увижу все самые знаменитые, памятные места. Но пока это только мои планы. Какие места называют памятными? Это достопримечательности. Вы знаете, что я живу в Беларуси. И сейчас во всем мире очень тяжелая экономическая ситуация. У нас на работе постоянно задерживают зарплату. Примерно на месяц. Но так как я знаю, в какой стране живу, я стараюсь постоянно откладывать деньги на черный день. День, когда я буду нуждаться в деньгах. Еще я откладываю деньги, как я это называю, на светлый день. Не могут же дни быть только черными. Это деньги для путешествий. Раньше жизнь у меня была получше. И я путешествовала примерно раз в 3 месяца. К сожалению, я привыкла к такому образу жизни. С моей поездки в Польшу прошло уже целых полгода. И вот сейчас, наконец, я съездила в Украину, чему несказанно рада. Несказанно, очень рада. Но проблемы бывают не только денежного характера. Я работаю в очень маленькой компании, и никто меня не может заменить. Поэтому, если я ухожу в отпуск, то ненадолго, примерно на неделю. И когда выхожу из отпуска, то разгребаю все завалы. То есть делаю всю работу, которая накопилась за это время. Раньше мне очень нравилось работать в офисе. Мне было там комфортно. Но теперь я чувствую себя там, как в тюрьме. Я уже довольно долго думаю, где я еще могла бы работать. Что еще могла бы делать? Я умею вязать вещи. Различные кофточки, носки, шали, шарфы. Но этот труд в моей стране не ценится. Никто не хочет его достойно оплачивать. Достойно оплачивать – это платить хорошую цену, реальную стоимость. Я умею немного шить. Могу укоротить или заузить брюки. Я умею делать браслеты и бусы из бисера. Я могу делать мелкий ремонт. Мелкий ремонт – это легкий ремонт изделия, вещи. Но всего этого, к сожалению, недостаточно. Потому что я умею делать все по чуть-чуть. Но я не швея, не мастер по ремонту кожаных изделий. Когда я жила в Африке, это было прекрасное время для саморазвития.
Я не работала и могла заниматься языками, учить французский и английский, читать книги по психологии, смотреть интересные фильмы. Я бы хотела работать дома, делать что-нибудь на компьютере. Например, заниматься графическим дизайном или создавать сайты. Но я не уверена, что у меня это хорошо получится, ведь я самый настоящий филолог. Настоящий филолог. Я имею в виду, что мне легко даются только гуманитарные предметы, а физика, химия и математика очень трудно. Друзья, как вы думаете, может ли филолог научиться создавать сайты или заниматься графическим дизайном и делать эту работу хорошо? Как вы понимаете, обучение стоит дорого. И просто отдать деньги, а потом не работать в этой сфере – непозволительная роскошь. Отдать деньги. Я имею в виду заплатить и не получить никакого результата. Я думаю, в любой стране обучение недешево. Вообще, я хотела бы быть учителем французского языка. Я обожаю этот язык. Но и здесь та же проблема – дорогое и долгое обучение. И я думаю, хорошо выучить французский язык в моей стране не получится. А поехать на учебу во Францию у меня сейчас нет возможности. Вот, получилось довольно откровенное видео. Но меня смотрит мало людей. И тех, кто меня смотрит, я могу уже назвать друзьями. Так что будем считать, что мои откровения слышали только друзья. Друзья, что вы думаете о работе в интернете? Нравится ли вам ваша работа? Чем бы вы хотели заниматься? Напишите мне об этом в комментариях к этому видео. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Желаю всем отличного настроения и хорошего дня. Пока!